Когда людей объединяет много лет в браке, им понятны малейшие колебания настроений друг друга. И если эмоциональный баланс одного нарушен, для второго это обычно не тонкий намек, а землетрясение, не заметить которое просто невозможно. К нам обратилась Мария. Девушке казалось, что с мужем у нее счастливый брак, но в какой-то момент она стала замечать тревожные признаки измены. Что выяснилось? Смотрите сегодня. Мария, расскажите свою историю, почему вы начали подозревать мужа в измене. Да, мне кажется, что мой муж мне изменяет. Мы в браке 6 лет, у нас 3 детей, мы оба работаем. Он работает менеджером в супермаркете, я работаю менеджером на радиостанции. В принципе, зарабатываем неплохо, сдаем еще в аренду квартиру. В последнее время, мне кажется, я прям чувствую, что что-то идет не так. Чувствую посторонние, чужие женские запахи. А недавно вообще моя подруга рассказала, как видела, что выходил мой муж из ресторана в нетрезвом виде с нетрезвой девушкой. И домой он в этот вечер пришел очень поздно и в никакущем состоянии. Если честно, у меня есть подозрение, что по описанию эта девушка похожа на бывшую жену. Вот как даже. Да, и я даже не знаю, что мне теперь делать и думать. А как мужа вашего зовут? Илья. Сколько вы уже в браке? 6 лет, у нас 3 детей. Ну это уже серьезная, действительно серьезная история. Соответственно, вы знаете, как выглядит его бывшая жена, да, как жену зовут? Маргарита, бывшая жена Маргарита, да, я знаю, как она выглядит, и вот по описанию очень подходит девушка, которая выходила вместе с ним из бара в тот вечер. Поэтому есть подозрение, может быть, он с ней общается. Ясно. А какие-то еще признаки измены вы замечали? Я замечаю, что он иногда приходит поздно, иногда чувствую запах других чужих женских духов. Ну и мы, женщины, всегда чувствуем, когда в семье что-то не так. Понятно. Мария, нам понадобится установить камеры у вас в квартире. Вы готовы на это? Вы знаете, я не думаю, что это нужно, потому что в квартире 3 детей, и мы все время на работе, родители находятся все время в квартире с детьми, вряд ли там что-то может произойти. Понятно. Значит, мы будем наблюдать за Ильей снаружи и посмотрим, если действительно измена имеет место, это очень скоро выяснится. Хорошо, спасибо. За Ильей устанавливается наблюдение. Он приходит в супермаркет, где работает директором по продажам. В один из дней Илья выходит с работы и куда-то направляется. Мужчина заходит в подъезд дома. Детективу удается зайти в подъезд следом за ним. Илья подходит к какой-то квартире, открывает своими ключами и заходит. Мужчина проводит там примерно полчаса.
Детективы устанавливают наблюдение на лестничной клетке, чтобы понять, кто живет в этой квартире. Вскоре детективы видят, что из квартиры выходит красивая девушка. Надо показать видео Марии. Здравствуйте. Добрый вечер, Мария. Добрый. Вы знаете, кое-что произошло, и мы хотели с вами поделиться информацией. Дело в том, что мы следили за Ильей и увидели, как он зашел в какую-то квартиру. Вот, посмотрите, пожалуйста, может быть, вы узнаете, что это за место. Да, конечно, я знаю эту квартиру. Илье эту квартиру подарила бабушка. Сейчас мы ее сдаем в аренду 2 студентам. По-моему, они из Дагестана. Я, честно говоря, давно не была на этой квартире, потому что муж сам занимается и говорит, что не стоит беспокоить жильцов. Поэтому я там не была года 2-3. Понятно, но есть небольшое дополнение насчет студентов. Мы не уверены. Дело в том, что мы установили наблюдение за дверью этой квартиры и увидели, как оттуда выходила девушка. Посмотрите, вот она вам не знакома случайно? Нет, не знакома. Что изменяет мне? Кто эта девушка вообще? Я ничего о девушке вообще не знаю совершенно. Я первый раз ее вижу. То есть это не какая-то ваша общая знакомая, да? Нет, у нас должны студенты из Дагестана жить. Ну, вот никаких студентов за сутки, пока мы наблюдали за квартирой, там не было. В общем... Вы можете это проверить, прям, чтобы это была точная информация? Пока не хочется даже в это верить. Конечно, мы можем это проверить. Мария, смотрите, для эффективности нам бы установить в этой квартире тоже камеры. Скажите, у вас есть туда вообще доступ? Может быть, вы можете у меня ключи есть взять? дубликат ключей дома. Дубликат ключей есть, замечательно. Давайте тогда поступим следующим образом. Мы возьмем у вас этот дубликат ключей, и когда девушка выйдет, мы установим там камеры. Таким образом, мы очень быстро узнаем, есть ли у них что-то с Ильей. И, кстати, он провел там всего полчаса, чего, в принципе, для измены, согласитесь, маловато. Так что, может быть, ничего страшного. Может быть, это Дай просто... Бог. Да, может быть, он вам еще не успел рассказать, что жильцы поменялись. Давайте проверим. Конечно. Тогда мы в ближайшее время подъедем за ключами и установим камеры. Да, хорошо. Договорились. На связи. Да, спасибо. В арендной квартире, когда оттуда вышла девушка, устанавливаются камеры. Девчонки, всем привет! Хочу сегодня рассказать о своих последних приобретениях, удачных приобретениях. Вы все знаете, как я люблю косметику. Не просто косметику, а хорошую косметику. И сегодня кое-что расскажу. Я приобрела вот такой вот бальзам для губ Next. Он не просто увлажняет, но еще и дает цвет. За счет этого губки кажутся немножко больше. Посмотрите, какая красота. Девочки, я очень вам советую. На самом деле, ведь что самое главное? Самое главное, чтобы мужчина не заметил, что мы накрашены. Нужно ведь сделать так, чтобы они думали, что мы такие красивые всегда от природы. И вот как раз вот эта пудра сделает за вас. Ну все. Всех вас люблю, обнимаю, целую. До новых встреч, увидимся скоро. Бай-бай, пока. В
один из дней Илья выходит с работы и куда-то направляется. Тем временем девушка примеряет разные комплекты нижнего белья. Видимо, готовится к свиданию. По пути Илья заходит в магазин, покупает бутылку вина и шоколад. Илья заходит в подъезд дома арендованной квартиры. Привет. Неужели я здесь? Привет. Что, принес вкусненькое что-то? Я думаю, да. Конфетки. Ты же сама сладкая, ты же конфетки прекрасно. Кто ты прошел, когда кто-то где-то тебя ждет? А? Моя любимая. Ну, я угадал. Угадала, я тебе сама говорю. Так. Так, что? Чуть посидеть, отдохнуть. Да, слушай, есть у нас такая семейная жизнь. Семейная жизнь. Да, нет, ты не знаешь, что это такое. Я из тебя отменила самые важные события. Кстати, как твои блоги? Отлично. Отлично. Подписчиков прибавляйте. Ну, спрашивал. Скоро зарабатывать начну. Ну, я думаю, это будет скоро. Ну что, Хочу давай. выпить за то, чтобы ты когда-нибудь пришел, сказал это совсем. И это скоро будет. Я тебе это обещаю. Да? Да. Когда? Я буду стараться, чтобы было быстрее. Ну как же, еще делать то, чтобы думал еще быстрее. Ну, мне даже интересно, как. Обыкновенно. Я думаю, что ты сможешь это делать. Давай, правильно. План, да? Какой хороший тебе платье. Ты знаешь, я вообще смотрю на тебя. Я знаю тебя без одежды. Платье не знаю. Надеюсь, что белье тоже. Ну, пора. Да ладно. Я до конца это сделал. Что-то я разучился. Даже так. Почаще. Ладно уж, как могу. О, так. Илюш, Я даже знаю, что ты хочешь мне сказать. ты можешь мне перевести 30 тысяч? Мне надо на развитие блога шмоточки прикупить. Ты знаешь, я даже не буду спрашивать, зачем тебе нужны эти деньги. Потому что тебе их просто так возьми и переведу. Ты же меня знаешь. Знаю. О, сейчас это сделаю. Хорошо, что в наше время есть мобильное приложение банка. Это можно сделать. Спасибо. Ну, какое может быть спасибо? Это все для тебя. Мне ничего не жалко. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Ну, честно говоря, у нас для вас печальные новости. Мы зафиксировали факт измены. Илья в этой самой квартире встретился с девушкой, которая из нее выходила, которую вы уже видели.
И мы выяснили кое-какие подробности. Помимо этого, девушка не платит за проживание, Илья не берет с нее денег, то есть она просто пользуется этой квартирой, и бюджет вашей семьи никак не пополняется. Кроме того, Илья дает ей деньги. Это точная информация? Это вы прям все точно проверили? Мне не верится в это. Давайте я покажу вам небольшой фрагмент видео. Конечно, давайте. Можешь мне перевести 30 тысяч? Что он делает? Вот как раз он переводит девушке 30 тысяч на расходы. Кошмар вообще какой-то. Он детям по 5 тысяч в месяц дает, а ей шлюхи 30. Ой. Это не со мной происходит. Ну, Просто шок. вот такие новости у нас, к сожалению. Я в шоке вообще, как так можно, козел. 3 детей. Я хочу выглядеть этого гада, прямо сейчас хочу видеть его. Мария, вы И уверены? я хочу поставить все точки сейчас. Может быть, взять паузу все-таки? Нет, давайте прямо сейчас, я готова. Давайте все решим сегодня же. Хорошо, тогда мы вас поддержим. Ну и что здесь, блядь, происходит, а? Что это такое, шлюха ебаная, а? А ты, пидорас, ты хоть знаешь, что у нас 3 детей? Ты хоть знаешь, что у нас 3 детей, а? Ты что, проститутка, а ты мудак, пидорас, блядь, детям куртку не можешь купить? Зато с этой шлюхой нормально выходи отсюда! Уёбывай, блядь, забирай свои вещи и уёбывай их, что ты шалава, блядь! Ужас просто, как ты мог так? 3 детей, я тебе жизнь посвятила, как ты мог, пидорас, мудак, ты конченый, блядь, как так можно? Ну мы трахаемся с тобой раз в неделю. Да пошел Вот ты почему. нахуй вообще вместе со своей шалавой, Постоянно блядь! меня отмазки. Ой, детей наших, где деньги, которые нам даешь? Детям, Кто где это такие? Что за все? шоу? Где Что все? спектакль? Вот такой вот пидорас, чтобы тебя вывести на чистую Бля. воду, пидораса тебя. А ты шлюха конченая, тебе вообще все это аукнется. Аукнется. Он не любит Тебя тебя. никто не Он любит, не шлюх любит никто тебя, не я не любит. шлюха, он Шлюх любит никто меня, не он любит. постоянно ко мне приходит. Он постоянно ко мне приходит. Никто Он не любит, любит когда шлюх, его шлюх любят. покоя. Только Оставь его трахать в тебя будут покое. всегда. Специально А любить детей тебя родила никто не троих, будет, чтобы он от тебя не понимаешь? ушел. Пидораска, Это ты иди виновата. пидорас конченый. Сама ты пидораска. Пиздец тебе, собирай вещи, и чтоб духу твоего не было, понятно, пидорас? Овца тупая. Эмоции держать при себе надо. Тупица. Мария, ну что, это было... Я в шоке. Ну, Что со мной происходит вообще? Нет слов вообще, я никогда не думала, что так произойдет. вы не жалеете, что решили Нет, затеять расследование? нет, спасибо вам, я должна была это узнать. Это очень горькая правда, но я должна была это узнать. Мария не смогла простить Илью. Она забрала детей. Пара развелась. Илья платит алименты. Самое обидное в измене – это когда твой любимый человек изобретателен в способах, которыми врет тебе. Понять Марию несложно. Согласны? Пишите в комментариях к этому видео, а если вы еще не наш подписчик, подпишитесь, чтобы не пропустить новые серии проекта «Хроники измен».